Здравствуйте! Сегодня хочу поговорить о тех случаях, когда жена ушла, потому что разлюбила, остыли чувства, и вообще она не может жить без любви. И женщины разбрасываются этими словами «разлюбила» направо и налево. А вот для мужчины это чистейшей воды предательство. И я заметила, что разные женщины в это понятие «разлюбила» вкладывают свой смысл. И зачастую это вообще не про любовь. Сегодня хочу внести ясность, что значит «разлюбила» для каждого типажа женщин. У меня есть хорошее видео про 5 случаев, когда нельзя вернуть жену. Я специально выбирала 5 случаев, которые никак не пересекаются. Но, тем не менее, судя по комментариям, возникли вопросы. Напомню кратко, о чем видео, если кто-то не смотрел или призабыл. Значит, 5 типов женщин, 5 жизненных историй. Первое – это женщины с трудным детством. Второе – пьющие женщины. Третье – влюбчивые. Четвертое – с избегающим типом привязанности. Пятое – лесбиянки. Так вот, в комментариях часто пишут, что, знаете, все про меня, только не лесбиянки. Или очень много вопросов было, что, кажется, все совпадает. У моей было и трудное детство, и выпивает она, и разлюбила, и убегает. Все совпадает. Тем не менее, еще раз повторю, что эти 5 случаев я не просто так выделила. С моей профессиональной точки зрения, это абсолютно разные жизненные ситуации. И женщины там разные. Это даже не про блондинка-брюнетка. Это скорее как блонд и брюд, квадратное и зеленое. То есть они совсем не пересекаются. Но, тем не менее, кажется, что все подходит. Поэтому в этом ролике хочу разделить, что значит «разлюбила» для женщин с трудным детством, влюбчивых и избегающим типом привязанности. Начнем с женщин с трудным детством. Знаете, трудное детство – это не про то, что мама заставляла учиться или кричала, критиковала. Трудное детство – это когда была угроза жизни. Угроза жизни – это еды вообще не было, полупустой холодильник, а у некоторых и вообще холодильника не было. Приходилось подворовывать еду. Пьянки, скандалы. Скандалы – это не просто разговоры на повышенных тонах, это когда топоры летали. Ранний сексуальный опыт, изнасилование. Или девушка-сирота воспитывалась в детском доме, или у тетки в деревне. Был случай, когда вообще при живых родителях почему-то девочку воспитывал крестный в какой-то деревне. Там очень много вопросов. Эти девушки с действительно трудным детством, они заточены на выживание. Это базовая программа. Точно так же, как мы не можем на Android установить приложение Apple. Эти девушки с трудным детством не могут, скажем так, в своей жизни установить программу нормальной семейной жизни. И мужчина до последнего, клянусь вам, до последнего не верит, что она его так обчистила, обставила, ушла, использовала. Уже все факты налицо, но до последнего продолжаешь им верить. Еще раз повторюсь, эти девушки не про любовь. Главная стратегия – это выжить. И мужчина, они говорят, хочу мужчину, который решит все мои проблемы. А проблем там очень много, поверьте, действительно много. Кстати, эти женщины очень часто ходят к психологу на длительную терапию. И обычно с такими, я называю, высокодуховными запросами, что я разлюбила, и начинаешь у них выяснять, что значит разлюбила, а что для вас любовь, как вы понимаете, что вас любят, или как вы проявляете свою любовь. И там тьма тьмущая. Это, знаете, напоминает, как будто бы слепой хочет тебе рассказать о красоте заката на берегу океана. Человек рассказывает о том, о чем даже не имеет ни малейшего представления. Но говорит уверенно, и складывается впечатление, что это действительно про любовь. Но сейчас повторюсь, что эти девушки изначально не способны любить. У них нет этой любви. Они не могут дать то, чего у них нет. Сейчас про влюбчивых женщин. Это те женщины, которые не могут перейти от влюбленности к любви. Кто-то на это вообще не способен, они способны только к ярким эмоциям, влюбляться. А на следующий этап вообще не перейдут. А есть женщины, которые не понимают, что с ними происходит.
Наверняка вы слышали такую фразу, что любовь живет 3 года. Действительно, на нейрофизиологическом уровне, если мы по-настоящему встретили своего человека, то это такой всплеск гормонов, такого прямо адреналина, эйфории, страсть, яркие впечатления. И в принципе, в среднем это длится 3 года. После 3 лет наступает истощение организма. Самая большая ошибка мужчин – они хотят влюбить заново, но это невозможно. И чем больше он старается ее впечатлить, задарить, устроить какую-то романтику, тем она говорит, знаешь, вообще вот как-то совсем не торкает, наверное, я разлюбила. И всегда уходит из отношений к другому. А вот женщины с избегающим типом отношений, они тоже разлюбили и уходят, но в никуда. Никогда к другому мужчину. С избегающим типом отношений всегда уходит из отношений в никуда. Со словами «пусто», «выгорело», «нет чувств». Если очень кратко о женщинах с избегающим типом привязанности, их психологический портрет, то есть песня хорошая. «Лучше плакать в порш, чем смеяться в метро». «Я сама себя не обижу». «Лучше быть одной, чем с кем попало». «Я буду сама себя любить». Вот это все про избегающий тип привязанности. Есть книга «Бегство от близости». Это тоже про этих женщин. Сейчас я хочу кратко выделить критерии про разлюбила у каждого типажа женщин. Итак, первый – по длительности отношений. Влюбчивые женщины в отношениях в среднем 3 года. Плюс-минус. Если есть дети, она может чуть дольше задержаться, но в среднем 3 года. Потому что вот эти гормоны, они до 3 лет. Любовь живет 3 года, а вернее влюбленность. Женщины с избегающим типом отношений, они в среднем 7 лет в отношениях и уходят на том этапе, который называется в семейной психологии этап выпадения из отношений. Женщины с трудным детством по обстоятельствам. Они до тех пор, пока мужчина закрывает их потребности основные. Второй критерий. Кому уходят? Влюбчивые женщины, как я говорила, всегда уходят к другому. Всегда к другому. С избегающим типом отношений она уходит в никуда. И в ближайшее время, я вам точно говорю, если это по-настоящему избегающий тип поведения, она несколько лет смотреть на мужчин не захочет. Некоторые всю оставшуюся жизнь. Это типичное поведение женщины с избегающим типом привязанности. Она будет плакать от одиночества, страдать, хотеть любви и близких отношений, но тем не менее она будет убегать. А вот женщины с трудным детством, они, знаете, уходят не то что к другому или в никуда, они уходят в выгоду. Вот если выгодно быть одной, значит, она будет одной. Если к любовнику уйти, значит, к любовнику. Если уйти в работу, значит, уйти в работу. Не к человеку. Она всегда уходит в выгоду. Это про женщин с трудным детством. Еще раз повторюсь, там все направлено на выживание. Третий критерий – внешний вид. Как они выглядят? Вот эти женщины выглядят очень по-разному. Даже невооруженным взглядом в толпе я уже вот могу определить, кто есть кто. Влюбчивые женщины, они очень красивые. Они холеные, ухоженные, такие инстадивы. Они достойны восхищения. С избегающим типом привязанности они такие, знаете, вот элегантные. У них вот длинное платье, они такие женственные, тургеневская девушка. И даже когда с ними в Тиндере знакомятся, то мужчины почему-то сразу, минуя грудь, в душу смотрят. Она как-то привлекает не внешней красотой, а вот, как мне говорят, у нее вот душа красивая. А с трудным детством там, знаете, есть такой стиль, называется «и в пир, и в мир, и в добрые люди». Вот они как-то очень быстро адаптируются под обстоятельства, как нужно выглядеть. И здесь даже дело не в одежде. Неважно, она в одежде или без одежды. Возникает вот желание как-то ее спасти, позаботиться о ней. Привожу крайний такой пример из практики. Кстати, несколько таких примеров было, когда девушку такую с трудным детством, значит, пригласили ребята, понятно, для каких целей. И вот, значит, нашелся добрый молодец, который решил ее спасти. И вот не спасается она, и вот невозможно человеку объяснить, что это невозможно. Переходим к 4-му пункту. Что ей нужно от мужчин?
женщине с трудным детством нужен мужчина, который решит все ее проблемы, поможет перекантоваться какой-то определенный период времени и вообще, чтобы она могла сложить ручки и ничего не делать. Для женщины влюбчивой нужен мужчина, который будет ее впечатлять, задаривать, устраивать романтику, дарить яркие эмоции. Ценность мужчины определяется силой его любви тем, как он в нее вложился. Эмоционально, финансово, впечатлениями. Для избегающего типа женщин очень важно не быть одной. Как бы это ни было парадоксально, она же убегает из отношений, но тем не менее, больше всего в жизни она боится остаться одной и всегда выбирает мужчину, с которым ей спокойно и надежно. Но уходит из отношений, как только мужчина хочет большей близости, а для нее это подобно смерти. Она говорит: я же сама себя не раню, не обижу, и она боится быть использованной. 5-й критерий, значит, что касается внимания, романтики, каких-то подарков. Влюбчивые женщины, они часто говорят своим мужчинам: мне не хватает романтики, ты не уделяешь мне внимания, давай сделай что-нибудь, и, может быть, я тебя полюблю. Кстати, эти женщины очень часто отправляют своих мужей к психологу, говорят: сходи, пускай тебе там скажут, что я хочу, что нужно сделать, и, может быть, я тогда не разведусь. Ко мне тоже приходят, как я говорю, не по доброй воле. Человек говорит: знаете, моя сказала, сходи к психологу, может быть, тогда что-то получится. И мужчина действительно старается, и она видит, что она старается. Не получается. И она говорит: знаешь, ничего нет, разлюбила, а я не могу жить без любви, и уходит в новые отношения. Влюбчивой, ей надо внимание. Она говорит: ты не уделяешь мне внимания, сделай что-то, ты должен измениться, ты должен меня впечатлить, влюбить, ты должен заслужить мою любовь. Мужчина старается, понятное дело, не получается, потому что у этих впечатлялок и романтики есть определенный предел. Тогда следующая претензия, она говорит: ты меня не тянешь. И уходит к тому, кто тянет первое время, потом и от него уходит. А с избегающим типом привязанности она говорит изначально: мне от тебя ничего не надо, я хочу сама всего добиться. Занимайся своей жизнью, мне не нужна твоя любовь, мне нужна твоя жизнь. Если для влюбчивых очень важно, чтобы мужчина подарил ей iPhone, это показатель того, что он ее любит, то для избегающей женщины важно самой себе купить iPhone. А с трудным детством там не все так просто. Там многоходовочки. Она тоже говорит: мне от тебя ничего не надо. Я сама с детства привыкла работать, могу о себе позаботиться, мне ничего не надо. Но она обставляет так, что это она сама все сделала, но за ресурсы мужа. Например, оба работают, общий бюджет, и, деньги мужа идут на семью, на быт, на хлеб, на коммуналку, на кредиты, а свои деньги она так хомячит, складывает, и потом покупает машину, говорит: я сама себе купила машину. При этом за год она даже кусочка хлеба в дом не принесла, не купила. Или, например, она говорит: буду делать свой бизнес, мне ничего не надо, я все сама. При этом муж закрывает все вопросы от юриста, бухгалтера до сантехника. У нее бизнес разворачивается, она говорит: все, я сама такая деловая, чао, персик, до свидания, я сама все могу, ты мне не помогаешь. Так делают женщины только с трудным детством. 6-й пункт. Претензии. Почему разлюбила? Женщина с избегающим типом привязанности всегда говорит: знаешь, ты меня душишь, мне не нужна твоя любовь, тебя слишком много, поэтому разлюбила, ты нарушаешь мои личные границы. С избегающим типом привязанности там всегда будут претензии про личные границы. Влюбчивая, у нее претензии в том, что пропали чувства. Я тебя люблю как друга, как брата, с родными сексом не занимаются, только с любимым. Заслужи мою любовь, сделай что-нибудь, и тогда, может быть, я тебя полюблю. И вообще то, что я тебя люблю, ты уже за это мне должен. А женщины с трудным детством, они часто, знаете, как разлюбила. Начинается с того, что ты убил во мне маленькую девочку. Так маленькую девочку убить нельзя, вообще никак нельзя.
люди взрослеют. И маленькие девочки превращаются в девушек, в женщин. Кому повезет, может, и до старости дотянет. Ну, как судьба. Я к тому, что когда женщина говорит: ты убил во мне эту маленькую девочку, а она же такая сиротинушка, она такая была беззащитная, нежная. И у мужчины там в голове вот как-то эта информация перерабатывается таким образом, что появляется дикое чувство вины за преступление, которое ты не совершал. Ты не понимаешь вообще, вот что-то не так, а вот где несостыковка произошла, человек сам разобраться не может. Еще раз повторюсь, маленькую девочку убить нельзя, но вот эти девушки с трудным детством, они как-то умеют так все обставить, что у мужчин складывается впечатление, что вот я убил ее любовь. Тем, что попросил ее там что-то делать, нести какую-то ответственность. А эти девушки не про ответственность, не про то, чтобы напрягаться. Потому что, понимаете, у них же вот в детстве, ну, действительно хлебнули лихо, сложно было. И формируется такое вот, как вам сказать, претензия к жизни, да, что она уже заплатила, она свое отстрадала. И теперь ей все должны, потому что в детстве она так сильно страдала. И даже если такие девушки приходят на работу, они, знаете, им должны платить только потому, что она туда ходит. Вот все должны работать, а она на работу пришла. Ко мне на консультацию часто приходят женщины и говорят: знаете, вот я какая-то увольняемая. Меня 3 раза за год уволили, наверное, что-то у меня там в карме не так. Когда я объясняю, что вообще на работе работать надо, то, что ты туда пришла, это само собой разумеется. Это как чистые тарелки в ресторане, то есть это даже не обсуждается. И в отношениях тоже нужно вкалывать туда и вкладываться. Но про трудное детство эта история не про них. 7 пункт. Как они любят, как проявляют свою заботу и любовь. Скажу так, женщины с избегающим типом привязанности – это самые верные жены и женщины. Но для них важно личное пространство. И они действительно умеют любить и заботиться. Это образцово-показательные жены, хозяйки, мамы. Но здесь есть важный нюанс. Они делают все как надо, вот просто супер. Но если их не просят, если только муж, не дай бог, что-то у нее попросил, для нее это сразу личные границы, он ее душит, она ему говорит: ты от меня нежности не жди, ты уже большой, можешь сам о себе позаботиться. И вот она сразу как бы границу держит, отстраняется. Но не дай бог, муж заболел или что-то вот случилось, по-настоящему случилось, вот это будет до последнего, и выхаживать, и любить, и никогда не бросит. Но если муж хочет привлечь ее внимание, ну как бы так изобразил, что вот он тут скучает, ему плохо, он страдает, она как бы назло и глазом не поведет, потому что он притворился. Но если, повторюсь, не дай бог, с ним что-то случится, она будет до последнего с ним. Вот это очень верная женщина. Влюбчивые женщины, они благодарны всегда за подарки и благодарят не борщами и котлетами, а скорее каким-то сексом, вниманием. Она может в ресторан сходить. То есть вот такая, как вам сказать, праздничная забота. Женщины с трудным детством, они вначале очень нежные, заботливые. Она может и тапки принести, и рассольчик подать, если человеку с утра плохо перегулял, скажем так, и подарить какой-нибудь там галстук, тогда муж ей iPhone подарит, или PlayStation, тогда он ей машину, ну, там, обороты разные, да. То есть она как-то проявляет эту заботу до тех пор, пока ей выгодно быть с этим мужчиной. Но это опять же про выживание. 7. Самое важное, наверное, про секс. Начну с избегающего типа, потому что там больше всего вопросов. И про секс вообще только с ними вопросы. Эти женщины, они дают и даже отдаются, по-настоящему любят, но только тогда, когда они хотят. И вся проблема в том, что как только... А для мужа, у них такие мужья всегда, он почему-то хочет, чтобы вот когда он хочет, был секс. А у нее... нет личной границы, ты нарушаешь мои личные границы. И вот только муж вот хотел, действительно хотел, ну, задел за живое, обиделся, разозлился, перегорел, перехотел, плюнул. Все, забил одним словом. Она сразу захотела.
Иногда и 5 минут не проходит, а он уже все вот по-настоящему обиделся и разозлился. То есть вот это очень важный момент. Только с избегающим типом такая история происходит. Она не даст даже из жалости. Вот принцип у нее такой. А вот с трудным детством там, понимаете, не до принципов. Она может как бы дать, не дать, ей вообще не жалко, если надо, вообще не жалко. Но может как бы изобразить, что она какая-то недоступная, у нее есть какие-то личные границы, может сказать, или какую целомудренную себя изобразить. Но там нет такой проблемы. То есть, если надо, то она даст и париться не будет. А с влюбчивыми женщинами, вы знаете, отношения же такие довольно короткие, там проблемы с сексом очень мало возникает. Они всегда, если и дают, то очень страстно, и секс у них очень хороший. А уже в конце, когда эмоции угасают, она как бы так, что-то вот и было, но она говорит, знаешь, как-то вот, ну не так, как-то обычно, грустно. И мужчина чувствует себя, не будем как, плохо себя чувствует. То есть вот в сексуальной сфере очень хорошо виден типаж женщины. Избегающая дает и отдается, но только когда она хочет. Иначе личные границы вообще закрывается. С трудным детством дает всегда, ей не жалко, если ей очень надо. Не потому, что мужчине очень надо, он очень хочет, а потому что потом она получит то, что она хочет. Влюбчивые, они всегда, с ними всегда хороший секс, но вот в конце без этих ярких эмоций и влюбленности они, к сожалению, не могут. Ну и, наверное, последнее, чем бы я хотела завершить, это способность любить. Как вы уже поняли, девушки с трудным детством не способны любить. Это про выживание. Влюбчивые девушки, женщины, они не могут перейти на этап любви. Они только влюбляются, но тоже, говорят, разлюбила. Влюбленность прошла, а до любви они не дотягивают. С избегающим типом привязанности, там же, смотрите, избегающий тип привязанности. Она действительно привязывается, испытывает сильные чувства, но она боится своих чувств. Вот она любит, но как-то, так знаете, с осторожностью, с трепетом. 9 пункт – это, наверное, ошибки, которые не стоит делать с этими, вот с каждым типажом. С трудным детством ни в коем случае не надо вот сильно жалеть этих маленьких девочек в надежде, что она все-таки оценит ту доброту и заботу, которую она получает от мужчины. Приведу реальный пример. У меня была девушка на консультации. 3 консультации было. Она говорила, что вот уходит от мужика, потому что разлюбила, он такой-сякой, ее подавляет, 8 лет в отношениях, ребенок есть общий. Не расписаны, правда, они были. И я у нее спрашиваю, а у мужика имя-то есть? Ну, мужик. Вот за 3 консультации я не услышала его имени. Там очень потребительское отношение. Значит, влюбчивую женщину хочется впечатлить, задобрить, как-то вдохновить, влюбить в себя, заслужить ее любовь. Но это невозможно. Рано или поздно наши отношения, яркие эмоции угасают, и нам нужно научиться любить. Поэтому, если ваша женщина не может пережить этап разочарования, то отношения, к сожалению, обречены, и она уйдет к другому. А вот с избегающим типом привязанности мужчине хочется ее как бы догнать, удержать и привязать к себе. И чем больше он ее вот пытается догнать, удержать, к себе привязать, тем дальше она удаляется. Вот с избегающим типом отношений больше всего шансов сохранить отношения. Это может быть очень хорошая семья. Но если паре удастся найти какой-то баланс в дистанции, таких женщин, избегающих, выбирают мужчины с тревожным типом привязанности, которым нужно быть вот рядышком вместе к слиянию. А этим нужна дистанция чуть выше среднего, чуть-чуть больше, чем женщинам в среднем. Но со временем, если мужчина не пытается ее к себе привязать, он не душит ее, да, не нарушает ее эти личные границы как-то размываются, и она сама приближается. С вами была я, семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич.